Говорят, у каждого города есть свой характер. Москву уже не просто так зовут Москва-матушка. Она такая, знаете, напористая, нахрапистая, бизнес-вумен, да? Но своих детей она очень любит. А Суздаль, я слышал, называют дедушка Суздаль. Говорят, что внуков любят сильнее, чем детей. И любви в этом городе очень много. До сих пор люди гостеприимные, до сих пор там придешь, тебе чаем угостят. Без всяких предупреждений, без договоренности соседи могут постучаться и зайти. Нет вот этой вот суеты, как вот в городах, даже Москву взять, ну, любой другой город. Спокойно все. Тут все друг друга знают. Население меньше 10 тысяч. Даже, к примеру, если едем во Владимир, мы видим, ой, суздальские лица. Тут сама энергетика, да вон в окно посмотреть. Это красотища. Ну вот как раньше было, не было вот этих гриндеров каких-то там, чего-то, да? И вот простой сельский кузнец, он же универсал. То есть ему надо сегодня сани, завтра телегу, кому-то косу, кому-то тяпку, кому-то серп, кому-то нож. И он должен все это уметь. У каждой вещи есть история. Поэтому и здесь мы делаем, стараемся такие же вещи, у которых будет история, которые останутся на много-много лет вперед. Я Бычков Александр Сергеевич, я занимаюсь оружием, закончил Суздальское реставрационное училище художественное. Ну, если училище не брать, с 87-го года я в кузнице. Меня спрашивают, а сколько вы клинков там выковано. Никто этого не считает. Для меня лучше кузнеца во всем мире, чем батя, нет. Да? То есть я сомневаюсь, вообще очень сильно сомневаюсь, что кто-то сможет сделать что-то сложнее, чем он. Я вообще-то хотел быть живописцем. Получилось достаточно интересно. Я с художником, когда разговаривал, которого я занимался, такой замечательный художник самобытный, Морозов Борис Филиппович, он жив до сих пор, дай бог ему здоровья. И, значит, выбор был или ехать в Алмату, или выбор куда-то в Россию. А мне говорит, а поезжай в Суздаль. И я сюда приезжаю, и начинаю поступать. Ждем каких-то результатов, по-моему, там что-то, я уж точно не помню. Студенты так раз как-то по стенке размазались, так и пропускают, какой-то дядечка идет, керзовые сапоги, авоська, и он идет куда-то в учительство, ну, слесарь, наверное, местный. Вот. А рядом со мной парень был, он уже год там отучился, то есть он уже матерый студент. Вот. Я говорю, а кто это? Он говорит, что это Басов, таким шепотом. Мне говорит, это, говорит, кузнец очень известный. Зарит, он ждет награды за упорный труд. Механик буйный ветер порожден железо для Белавов клинок. Могучий молот мой кует его подмерные гудения веков. И некогда мне дух перевести. Это 11 век, а? Даже 10 век. Мы вечером заходим в кузницу. Я вот там на пороге просто обомлел. Вот по кузнице носился демон, полумрак такой, и вот этот демон, он пел, танцевал, ковал одновременно. Я на утро документы отнес на металл. То есть вот живописец умер там на пороге этой кузницы просто. Это вот уникальный металл. Я случайно увидел, мужики привезли сдавать в металлолом. А меня привлекло вот эти вот торцы. Я подошел, увидел клейма. Они, правда, были все в ржавчине, и было непонятно, что за клейма. Потом, когда расчистил, честно говоря, удивился. Очень. Потому что 1698 год, выпуск металла этого. Я отдал образец на химанализ в Нижний, на завод. И мне, в общем, дали заключение, процент содержания чистого железа 98,4%. Практически химически чистое железо. Делаем все, что можно сделать. То есть назвать так, что там, например, там, от кухонного ножа до палаша, я не знаю, что в голову придет.
И сабли, и топоры, и кинжалы, и ножи, и рогатины те же делали на медведя. Это булатные дамасские стали. Да, они не модные сейчас, потому что они ржавеют. Но зато режущие свойства такие, что я не знаю, мало металлов, которые с ними могут в этом посоперничать. А это набор парный мечей, да и все называется. Есть и в Америке, и в Австралии. А американцы много клинков заказывали, увозили, и топоров тоже. В Японии есть клинки. Да я не знаю, в Африке, наверное, нет только. Я, во всяком случае, мне про это неизвестно. А так везде, по-моему, есть. Ну, вот, наверное, беда, что я совершенно не тщеславный. Горжусь нашими вещами. Я горжусь, что это все имеет супер качество. Это качество мое лицо. Я знаю, что я не отдал за всю свою жизнь ни одного брака. Наши вещи пусть за нас и говорят. Кто мы такие, что мы делаем. Это так звучит, типа, что там можно делать 6 месяцев? Ну, например, шлифовка. Она занимает очень много времени. Там же зеркальная шлифовка. Она делается только вручную. Плюсом здесь же нельзя забывать, что есть моменты, когда сохнет лак на ножнах. Когда клинок, он должен отлежаться в холоде. Это так называемое искусственное старение. Это тоже занимает время. Плюсом мы все проверяем. То есть длинномер, он всегда должен повисеть, вывеситься. Я знаю много мастеров, у которых не получилось вообще привлечь детей в это ремесло. Но я никогда не навязывал. Мне наоборот казалось, что то, что он с детства видит, что там отец из мастерской не вылазит, вроде это как негативное восприятие будет, скажет, ну, чур меня, только не туда. Нет, смотрю, тянется, ему это интересно. Конкретно момент я помню, когда я понял, что кузница мое, это я сначала поработал в Москве, потом в Петербурге, вот, там был склад с вещами. Там склады и маленькая-маленькая кузница. Я не знаю, что они там делали, но просто именно вот запах металла, когда закаливают, или когда молот работает, у него внутри смазка, вот, оно капает на раскаленное железо, и есть специфический вот этот запах горелого масла. Вот тогда, наверное, я решил, что да, надо вернуться и начать. Его нету, поэтому можно сказать. Он тут мне говорит, слушай, мне кажется, клинок плохо закалился. Он его потрогал, а я был уверен, что нормально закалился. Я беру напильник, мягкий, и я думаю, ну, парень подрос. Уже все. У меня, наверное, все-таки больше желания такой по жизни — это что-то сковать, чтобы мистер Александр Бычков сказал «Вау». У меня порой такое ощущение, что я только начал. И вот чем больше узнаешь, вот с тем же металлом, да, такое ощущение, что я вот только-только вот каких-то знаний маленько узнал. А так я вроде топтался только около этого, лет 40. Когда работает профессионал, это кажется очень просто. Очень просто. Ты смотришь, ну что там делать? Он взял 2 железки, грубо говоря, да? Между собой там потюкал, хоп-хоп, там 3 удара, вот у него там борода у топора, образно говоря. Это вся история заканчивается после того, когда ты сам пытаешься сделать топор. Пробовал работать в Москве. На 3 дня меня хватило. После Суздаля, представляете, я с утра иду пешком, не спеша на работу. Там 2 дороги, газон, и по газону люди на поводках собак водят. Я думаю, что я тут делаю? У меня река, у меня собака дома, у меня просторы. Я даже заметил, вот я начинаю что-то вот чахнуть. Просто у меня настроение плохое. Я прихожу, разжигаю горн, все, я ожил. Я ожил, все, у меня все наладилось, я пошел. Вот начинаешь работать, все дурные мысли улетели, я вдохновленный, едем дальше, как говорится. Маменька, а дальше мне обидно было, что как денег-то нет и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак. Пускай говорят.
Я дурак! 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 Съемочная группа «Гуляй по Суздалю» смотрели, в каких местах интереснее снять, и чтобы меньше ставить декорации, например, чтобы была красивая картинка, Суздаль должен был играть Москву. Зашли на нашу улицу, увидели домик. Был выбор между нашим домом и соседским. Но поскольку Бальзаминов был мелкий чиновник, ему нужно было домик поменьше, чуть-чуть попроще. Поэтому так удачно сложились обстоятельства, что выбрали именно наш дом. Меня зовут Давыдова Татьяна, я из города Суздаль. Занимаюсь развитием дома Бальзаминова. Наша семья уже 5 поколений в Суздале живет. Этот дом был куплен моим прадедом в 1925 году. Дом жилой нашей семьи, он принадлежит уже вот почти 100 лет. К этому домику всегда был интерес у приезжих гостей. Подходили, фотографировались. Потом как-то у нас был праздник, День города, несколько лет назад. У нас был очень большой урожай фруктов, ягод, и я вышла к дому с огурчиками, с ягодками поторговать. И очень много гостей стали обращаться, а почему здесь до сих пор нет музея, вообще в дом можно ли зайти, во дворик стала приглашать. В общем, так потихоньку решила заняться все-таки этим проектом. Еще очень хочется укрепить сам дом, потому что дом постройки первой половины XIX века, он очень старый. Бабушка и мама у меня участвовали в массовке. Маме было 14 лет. На съемочной площадке также можно было фотографировать. Мама сфотографировала на наш первый семейный фотоаппарат. Фотографии у нас в архиве семейном хранятся, которые мы очень бережем и планируем сделать выставку вот в ближайшее время. Я рассказываю, как проходил съемочный процесс со слов моей мамы и бабушки. Поскольку с самого детства я эти рассказы в себя впитала, мне иногда кажется, что я сама при этом присутствовала. В фильме мы увидим лестницу с точенными балясинками. И обратите внимание, здесь одной балясинки не хватает. Вот именно в этом месте маменька со свахой как раз играли эту сцену. Нужно было пространство для общения. Они здесь потом целуются, так обнимаются. Будем. Невесту нашла. Ну уж не надо. Опять тоже будет. Я сам нашел. Где же это? Так я и сказал тебе. А ничего у тебя не выйдет. Мы не стали ее устанавливать обратно, чтобы обозначить вот это место, где такие гениальные актрисы играли эту сцену. Ты думаешь, я испугалась? Люди! Я часть зарплаты вкладываю на развитие. То есть пока стабильный доход это не приносит, пока своими силами все очень медленно и все сложно. Я бы, конечно, с радостью приняла бы какую-нибудь посильную помощь. Хорошо бы нам какие-нибудь такие старинные, или просто под старину стилизованные костюмы, да, либо просто предметы интерьера какие-нибудь ненужные, да, которые выкинуть жалко, а мы бы приняли и сделали, оформили бы выставку, либо интерьер просто, чтобы красиво было, чтобы люди приходили, окунались вот в эту атмосферу. Я хочу продвигать эту культуру в массы, потому что многие сейчас даже не знают о таком фильме. Либо знают, но видели как-то фрагментами. И когда им рассказываешь, я рассказываю, как съемки проходили, они как-то проникаются в вот эту атмосферу. К примеру, вот здесь Матрёна колола дрова, а там у нас находится умывальник, рукомойник, которым Миша Бальзаминов умывался. Из окошечка выглядывала маменька, звала Миша с голубятни. А голубятня у нас располагалась вот здесь на крыше. Также в ворота, в калиточку входила сваха. И, наверное, помните, когда сваху прогоняли, Матрёна взяла камень. Эта сцена была снята вот там, в углу.
А что ты станешь говорить? Какие пороги мне станешь доказывать? Да ты слов ты не найдешь. А я и то скажу, и другое скажу. Вот нас с тобой сейчас и решат. Мне привилегию на листе напишут. Да какую привилегию? Какую? Против тебя привилегию. Что я завсегда могу быть лучше тебя и во всем превозвышена. В городе достаточно много фильмов снималось. Здесь был раньше музей у Юрия Васильевича Белова, но он по каким-то причинам закрылся. А на данный момент, да, наш домик — это действительно вот место съемок. Ну, в других местах тоже другие фильмы снимались, но нигде не открыто нечто подобное, чтобы можно было зайти, услышать рассказ о съемках, посмотреть архивные фотографии. Да, у нас такое уникальное место получается. Цветочки у меня в садочке, милая, любимая, не дождусь я ночки. Ноченька, приди скорей, приведи желанную, заливайся снова песню обманную. Иногда складывается впечатление, что я как будто бы учебник истории перелистываю. Но нет такого события за 1000 лет в России, которые не коснулись бы Суздаля. Или здесь бы даже не зародились. Меня зовут Денис Лапин. Все мои деды, их деды, уроженцы окрестных сел. Здесь я занимаюсь тем, что вожу гостей города по нашим святыням и достопримечательностям. Рассказываю историю Суздаля. Но вы помните, мы находимся посреди торговой площади. Знаете, как давно здесь торговля идет? Ну вот уже более 1000 лет, как считается. Занимался, например, антикварной торговлей. Тренером работал, охранником в гостинице, вышибалой в гостином дворе, при церкви прислуживал, в алтаре, то есть подносил, кадила раздувал, на клиросе читал. Ну, честно скажу, с детства любил слушать стариков. Вот все предания этой земли я, наверное, сколько себя помню, столько и слышу. Сидят старики, я начинаю их донимать. А как так было? А как тут было? А что про это слышно? Любил рассказывать, любил читать. Вот так вот смотришь и пройдешь мимо, да? Как будто пробка бутылочная. А на самом деле это та самая Нагата, которая упоминается в слове о полку Игореве. Ей более 1000 лет. Бывают дни, когда, скажем так, наплыв туристов. Это ты в 10 берешь, например, первую экскурсию, проводишь, заканчиваешь ее в час, в 2 берешь вторую экскурсию. Потом берешь в 6, например, третью экскурсию. А ночь, это, например, у нас бывает такая иммерсивная экскурсия, спектакль про Суздаль. Ну и смотришь, вот как шагомер, 1035 шагов уже смотришь, уже есть там к 40 000 иногда бывает. Все же в основном пешком. Суздаль, я считаю, надо смотреть ногами. Его по-другому не почувствуешь. Есть туристические места. Например, выйдя на улицу Кремлевскую в выходные, там, конечно, и музыка, и люди, и лошади, и машины, и вот такое столпотворение. Но уйди чуть-чуть подальше, на улицу Набережную, или Слободскую, или вот к Александровскому монастырю на улицу Гастева, и сразу тишина. То есть просто надо знать, какими дорогами ходить. Слышали, наверное, что в Суздале был зафиксирован даже тайный язык. Не слышали про суздальский язык? Был такой ученый Петр Симон Паллас. И он на бумаге зафиксировал суздальский язык. Хотите, до 10 сосчитаю по-суздальски? «Ионна издью, стрем, тисера, пьонда, шунда, сызм, вондера, дывера, декан». А 100 на этом языке будет пехоль, а 1000 будет косуха. Мы, посмотрите, в Аполье находимся. Кто-то из журналистов назвал наш край так: «Украина на севере». Вы же видели слабохолмистая местность, плодороднейшая почва и какая-то сказочность, тихая, безмятежная. Особый какой-то свет, особый дух. Понятно, что прекрасная Италия, да. Понятно, что и Турция интересная, где там особенно говоришь, когда вот эта византийская история, да, ты ее видишь. Но как вам объяснить? Здесь-то свое родное. То есть там-то красиво, наверное, да, а здесь оно свое. Вот в чем разница.
Да я раньше никогда не думал, что я как-то с водой буду связан. У меня хобби — это ремонт машин, стройка, там, моторы перебирать, ну, в мазуте копаться. А вот чтобы на катере я мог управлять, и мне как-то я об этом даже не думал. Зовут меня Алексей, фамилия моя Калинов. Живу я здесь, в городе Суздаль. Управляю речным трамвайчиком «Колибри». Начал я управлять им с 2012 года и по сей день. Ну, вмещает он до 30 человек, а скорость 6-7 километров в час. У меня у отца трактор был свой. С него и как бы началось. Мотоцикл потом у него был. И я как-то с этого пошел, и с самого детства у меня железки. И даже вот и катер бывает, там с мотором что-то случится, они все, надо вызывать там специалистов. Я говорю, успокойтесь. Я его просто даже мог в рейсе людям говорю, фоткайтесь там, туда, ну, отдыхайте пока. Я шел к мотору, и я уже знал, что могло случиться, и исправлял, делал его. Целыми днями на воде. Для меня катер, ну, любой. Я просто за него сяду и смогу делать даже те вещи, которые некоторые не смогут. Допустим, мосты, мостик поднятый есть, через него очень сложно проходить. Много мелей, деревьев, которые уже лет 100, может быть, лежат на дне. Самое вот, ну, даже любимое, это вот прохождение моста. Потому что и люди, они все у меня, мы пройдем, я говорю, не знаю. Ну, смеюсь, конечно. И они все сразу на меня так смотрят. Ну, я-то знаю, я уже как бы привык. Я до метров 50 уже до моста, я его выставляю. Бывает и хлопают, когда прохожу через него. Вот, там 20 сантиметров, типа, с двух сторон у тебя, а ты так по центру пролетел. И хлопают. Конечно, приятно. Даже вот на выходных вот из 100 человек, ну, это так образно, 80 все идут на трамвайчик. Через 10 лет. Это все так же на этом калибре. Также буду им управлять, потому что это уже все, я с ним связан, потому что мы приросли к нему, я за него первый сел, и все. Иногда пытаешься задуматься, а что нужно еще? Все, наверное, может, подумают в деньгах счастье. Ну, не знаю. Деньги — это не главное. Не нужна мне яхта, не нужен мне космический корабль там, или батискаф, или еще там что-то такое. Человеку мало для счастья нужно. Мне кажется, чтобы он, ну, в мирное время мы жили, да, чтобы в семье все были здоровы и дружны. Чтобы было свое дело любимое. Какая-то внутренняя уверенность должна быть еще в завтрашнем дне. Но у меня все, в принципе, есть любимая работа, у меня замечательные дети, у меня любимая собака, любимое увлечение, у меня все есть. Я бы свою жизнь в корне бы не хотел здесь менять. Мне она здесь нравится такая. Суздаль нравится.